Друзья, привет! Вы снова на канале Колесников. Мы продолжаем с вами подбирать автомобили мечты и собирать свой гараж мечты. Сегодня у нас на обзоре, на мой взгляд, очень интересный автомобиль. Лично я вообще впервые в жизни попробовал себя за рулем пикапа. Это Foton Tunland G7. Модель, в принципе, обновленная 2019 года. Здесь у нас автомобиль 2023 года. В 2023 году его к нам вернули. И, забегая вперед, могу сказать, что он мне понравился. Ну а чем именно, расскажем вам сейчас подробнее. Поехали! Закинула на дно, я по жизни исповедую правило одно. Я не прячусь и не гнусь под ударами судьбы. Смотрю, как мелькают на обочине столбы. Жизнь моя дорога, горизонт до небес. И как все в этом мире имеет свой конец. Но ни прошлого, ни сил, ни здоровья мне не жаль. Я нажимаю на педаль. Значит, эти автомобили, в принципе, фотоны, поставляются эксклюзивно компанией MB Rus, которые также ввозят сюда Series Aito. Мы помним, у нас был такой автомобиль на обзоре. Почему это хорошо? То, что достаточно большая дилерская сеть, официальная гарантия 3 года, 150 тысяч километров, что наступит раньше. И, в принципе, официальный сервис, доступные аксессуары, все, то есть, как мы любим, вот в тех самых временах. Ну и, в принципе, для тех, кто торопится, когда этот автомобиль вернулся к нам в 2023 году, начинали их продавать по 4 миллиона. Сейчас из-за низких продаж, из-за курса и так далее, в общем, цена установилась от 2,8 и там что-то до 3,5. Здесь у нас максимальная комплектация, называется она премиум. И чем он укомплектован, мы сейчас расскажем. Но в принципе тут всего достаточно, поэтому самые готовые, кто искал себе рабочую лошадку, в принципе могут уже пойти посмотреть в наличии эти автомобили по ссылочке у нас в описании. Но остальным мы расскажем подробнее. Традиционно для нашего канала, наши подписчики знают, у нас здесь обычно немного истории, немного рыночной аналитики и потом уже подробно, без воды, про автомобиль. Во всяком случае мы так стараемся. Поэтому начнем немножко про пикапы. В принципе это очень такой самобытный класс. Да? Появились они чуть позже, чем вообще появился автомобиль. По большому счету, вместе с первым массовым автомобилем Ford Model T, он был, собственно, и с кузовом пикап, в том числе, потому что надо было как-то доставлять продукты в городах, вот в эти небольшие магазинчики. Примерно так пришла мысль, то, что необходимы вот такие вот небольшие грузовички. Есть у нас страны, как США, как Австралия, как Таиланд, где вообще аж 46%, то есть почти половина всех продаваемых автомобилей за год это пикапы. Но в России этот показатель колеблется на уровне 2%, то есть пока что не особо прижился. Но тем не менее мы видим то, что китайцы очень активно сейчас начинают привозить. Ну как сказать, сейчас. Они это делали еще и до 2022 года, вот, но сейчас, естественно, пошла вторая волна по понятным причинам, спад конкуренции. И у нас мы видим пикапы от Great Wall, от JAC, от Foton и других китайских производителей. Какова причина такой экспансии? Это вопрос, конечно, дискуссионный. Явно китайцы увидели какой-то потенциал, то, что этот процент от рынка можно увеличивать, наращивать. Потому что, казалось бы, у нас страна с большими расстояниями, у нас страна, где люди часто занимаются перевозкой чего-нибудь, строительством. То есть мы любим, да, у нас отлично продаются стройматериалы, у нас много кто живет загородной жизнью, развивается сельское хозяйство, поддержка малого бизнеса, вот это вот все. И войдет ли в этот тренд Китай со своими пикапами и поддержит ли этот тренд, как бы смогут ли они в эту струю вписаться и продать много пикапов, которые они к нам привозят. То есть происходит такой интересный передел рынка, и кто его возглавит, сейчас вот происходит такая серьезная, тоже, можно сказать, ценовая война. Это объясняет в том числе, на мой взгляд, адекватную стоимость, сейчас установившуюся на данные автомобили. И наши постоянные зрители могут вспомнить видео с Ford Explorer, где мы рассказывали про продажи этих автомобилей, в частности Ford F-Series. То есть модель, которая, по-моему, порядка 40 лет удерживает рекорды продаж в США, и там они за год продают, вдумайтесь только в эту цифру, более 700 тысяч автомобилей. В России же история другая.
такая. Пикап — это больше автомобиль нишевый. Многие привозят себе американцев, которые всегда возились в серую. Раньше у нас продавались японские пикапы, которые ушли с рынка. И не так давно, буквально там около 10 лет назад, начали пробовать себя в этих силах китайцы. Начинали они, в принципе, как раз с прямого копирования, можно сказать, японских пикапов. Тогда они не отличались, по сути, даже внешне. Но потом пришло понимание, то, что, в общем-то, если они хотят конкурировать по полной на широком рынке, в том числе других стран, то необходимо все-таки добавить автомобилям чего-то своего, то есть чтобы это выглядело именно как свой полноценный продукт. То есть сейчас мы находимся уже в определенной более высокой стадии развития того, что называется китайским пикапом. Опять же, да, вот эти наиболее развитые привычные рынки пикапов, США, Таиланд и Австралия, прежде всего, там уже сложившийся определенный стиль вокруг этих автомобилей. То есть в США появлялись они как рабочие лошадки, потом появлялись уже такие модели, как Chevrolet El Camino, которые были пикапами как бы на основе условно легковых автомобилей. Дальше они уехали в Австралию, где они стали называться ютами, то есть от слова utility vehicles. Даже есть связанная с этим история, то что некая домохозяйка написала представительство завода Ford, находившегося в Австралии, и попросила их сделать какой-то автомобиль, который бы отвечал одинаково требованиям съездить по выходным в церковь, а по будням развести свинину там по рынкам, и, в общем-то, чтобы муж мог заниматься какими-то своими рабочими обязанностями. И вот так вот в то время, видимо, можно было просто написать письмо, и компания Ford тут как тут реагирует, подумали и сделали автомобиль, отвечающий вашим требованиям. Так вот, если в США ежегодно продается почти 3 миллиона пикапов, при их рынке 15-16 миллионов автомобилей. Дальше у нас идут Бразилия, Канада, где цифры там 300-400 тысяч, в Таиланде 345 тысяч за 23 год, и при этом там самая высокая именно доля продаж этих автомобилей, более 40% от всего рынка. Ну, кто был в Таиланде, я думаю, вы замечали это и сами, там по дорогам это достаточно очевидно. Плюс тук-туки, один из распространенных видов общественного транспорта в Таиланде, он также основан, собственно, на базе этого кузова. И немножко статистики по брендам. То есть, в принципе, ведущий бренд, продающий пикапы в мире, это Ford. Они продают почти 1,5 миллиона пикапов в год. Естественно, флагманская их F-серия, где есть несколько пикапов, все они крупные. Также есть Ford Ranger. И вот эта вот модель, появившаяся у них уже в послевоенное время, стала легендарной и удерживает первенство в рейтингах продаж уже на протяжении десятилетий, в том числе и в США. Следом за Ford идет General Motors с показателем 1 200 000 штук пикапов. Дальше идет Toyota, и тоже продают больше 1 миллиона пикапов. У Toyota, конечно, основная модель — это легендарный Hilux, который в том числе отметился в, где-то драматических, конечно, событиях, как боевые действия на Ближнем Востоке, и вот эти вот картины с погорелыми, побитыми, но продолжающими ехать старыми Hilux. Я думаю, многие мы их как-то видели в играх, в фильмах и так далее, в общем, в массовой культуре. Мне кажется, именно эти машины, эти модели сыграли одну из ключевых ролей в том, вообще, чем считается Toyota в мире и в их легендарной надежности. То есть, таким образом, мы понимаем, что пикапы формируют крупный достаточно рынок во всем мире. Так, нас окончательно начало заливать, погода меняется, но мы продолжаем для вас, друзья. Есть некоторые интересности всегда с китайцами, связанные именно с привычными алгоритмами. Вот я включил зажигание, любая условно европейская или там другая привычная машина откроет нам стекла при включенном зажигании. Здесь этого не происходит. Ну как бы what the fuck, ребята. А ведь так мне все нравилось. При этом сейчас я не пристегнут ремнем, нажал, завел машину. До этого по какой-то причине, когда я пытался завести машину, я видел сообщение про то, что не пристегнут ремень водителя. Вот такие вот непонятные какие-то алгоритмические моменты в китайских автомобилях, они все-таки проявляются. С мировыми продажами все понятно. И, в общем, в целом в мире продается много пикапов, это мы понимаем. Потому что в России, когда ты находишься, у тебя может создаваться иное впечатление. И вот то, что в России продается всего порядка 20 тысяч пикапов в год, это как воспринимать? То, что они никому не нужны, или то, что на них не сформирован спрос и рынок? Видимо, китайцы подумали
про второй вариант, потому что иначе я не могу объяснить то, для чего они привезли к нам такое количество новых моделей пикапов. Здесь и Джак, и Great Wall со своими там Кинг-Конгами, Отинги, и наш сегодняшний друг Фотон. Касаемо статистики продаж пикапов в первом полугодии уже этого 2025 года, здесь сейчас лидирует Джак Т9. Они продали 1500 штук. Ну, то есть для российского рынка это внушительный показатель, который позволяет лидировать. Если что, до июня 2023 года лидировали как раз Power Кинг-Конги, то есть по сути это пикапы Great Wall. Ну и дальше у нас идет УАЗ пикап. Именно в штуках, но понятно то, что он подешевле. И дальше как раз остаются Great Wall, также есть пикап у Чангана Hunter Plus. Другая интересная цифра про пикапы, то что в принципе парк их в России это порядка 350 тысяч штук. Это можно, наверное, воспринимать как определенную емкость рынка, который, машины, которые надо будет рано или поздно заменять, потому что многие из этих автомобилей это старые там пикапы, чуть ли не ижи, если кто-то помнит, были и такие. Плюс это различные японцы, хайлюксы, L200 с пробегами уже за 200 хорошо. И в общем-то, если посмотреть сейчас, то, конечно, 4 миллиона это too much было явно вот за данный автомобиль. То есть, вот, во всяком случае, мое субъективное восприятие, оно не позволяет мне воспринимать это. Но 2,8 сейчас, друзья, по-моему, это уже звучит адекватно, учитывая все реалии. Потому что, посмотрите классифайды, да, посмотрите вот эти вот объявления. Там сейчас 2,8, вот этот порядок цен, это L200, это хайлюксы, там 10-летние автомобили с пробегами 200. Извините меня. А здесь мы получаем новый китайский такой вот Фотон Tunland G7. Так вот, китайцы увидели потенциал нашего рынка и, в общем-то, не просто вывели новые модели, а буквально, на мой взгляд, завалили. Поэтому делается ставка на ремонтопригодность, на надежность этих автомобилей. То, что они зайдут, конечно, прежде всего не только в московском, петербургском регионе, но и восточнее, в других наших российских регионах. Потому что, по крайней мере, у Фотон и у Джак достаточно серьезная дилерская сеть по всей стране. С официальной поддержкой, конечно, сервисом, аксессуарами и вот этим вот всем. Нормально. Здесь все-таки помернее, потому что мало ли так сейчас мы же знаем, что это здесь за яма тут. Нет, самое стрёмное, это просто колесо пробито. В этом и речь. Все здесь говно. Немножко, в принципе, про нашего сегодняшнего героя. Это автомобиль компании Фотон. Компания, конечно, китайская. Дочерняя компания структуры Байк. Байк — это государственная китайская компания, основанная еще в 1958 году, а сам бренд Фотон, он относительно свежий, всего 96 года основания. В принципе, они занимаются коммерческим транспортом, но не только им единым. Как мы понимаем, у нас также есть вот такие вот легкие коммерческие грузовики, пикапы. Все они называются Tunland, и вообще их 4 в линейке. G7, он из них такой самый утилитарный, самый простой получается. Но, наверное, тем интереснее с него начинать знакомство с семейством этих пикапов китайских, потому что он основан на хайлюксе. Здесь вообще интересно понять, что они дают за эти деньги. Продавались эти пикапы у нас ранее, где-то с 16 по 19 год примерно, но, конечно, после 22-го возвращаются сюда уже с новыми силами, когда ушли японские конкуренты, а пикапы нужны, важны. Лонжеронный рамный пикап, шасси и подвеска у него, говорят, прям срисованы с чертежей Toyota Hilux. Да и вообще внешне он тоже очень похож на Hilux.
ну и на Ranger. Hilux и Ranger сами между собой похожи, но здесь еще и в таком цвете, мы помним тоже у Hilux, который там в районе 15-х годов выпускался, у него тоже был такой цвет. Но вот эти вот буквы, опциональные, кстати, именно хромированные буквы, особенно если вот так вот только фо сделать, да, очень похоже, как это у Фордов, они сделали такую фишку, и потом уже только ленивый ее не стал использовать. Очень уж она миру зашла, эта дизайнерская фишка. Оптика, на удивление, здесь не диодная, но линзованная галогенная оптика, галогеновая. То же самое с туманками, но есть вот такие диодные ДХО. Сам по себе автомобиль симпатичный, он выглядит так типично, традиционно для пикапа. И если спереди он больше, на мой взгляд, похож именно на Hilux, то если пойти и посмотреть на него сбоку, здесь уже задняя часть как раз, по-моему, больше отсылает именно к Рейнджеру. Четырехдверный получается пикап длиной более 5 метров, 5340 миллиметров. Колесная база у него также более 3 метров. То есть, в принципе, внутри у него комфортно. Есть место спереди, как бы вообще молчу, как в большом кроссовере. Сзади за собой тоже усаживаешься хорошо, приятно. Масса этого пикапа вполне себе легковая. То есть 2075 килограмм он весит в снаряженном виде. И со своей грузоподъемностью 905 килограмм она составляет, соответственно, 2980 килограмм. Грузоподъемность у него одна из топовых в классе. То есть подобная грузоподъемность только как раз у Power King-Konga от Great Wall. И также второго его, наверное, основного конкурента JAC T9. Ну вот у JAC также грузоподъемность 900 килограмм, на 5 килограмм меньше, чем здесь. Вот такие вот выносливые китайские пикапы. Что еще говорит в пользу выносливости? Это агрегаты. То есть здесь у нас, несмотря на то, что автомобиль вроде бы как китайский, но почему в современном мире, наверное, это начинает иметь меньшее значение? Да потому что все очень глобализовалось. Поэтому здесь у нас мотор, двигатель дизельный. Кстати, тоже конкурентное преимущество Фотона, потому что у остальных конкурентов далеко не у всех есть дизельные двигатели. Здесь он собственной разработки, так сказать, по заказу компании Foton, но при этом в разработке участвовали аж 3 инжиниринговые, аутсорсинговые европейские компании. И вот они разработали этот двигатель, его код 4F20TC. Дизельный двигатель на 163 лошадиных силы и 390 ньютон-метров крутящего момента. Примечательно, у него чугунный блок. То есть, в наше время это уже становится действительно таким немного даже архаичным, но при этом это самая, получается, надежная и долговечная конструкция, которая обеспечивает заявленный ресурс этого двигателя от 300 до внушительных вообще 700 тысяч километров. Называют цифры в представительстве. Говорят, уже есть такие автомобили с пробегом за 300 тысяч километров. Ну и в клубе Foton Тунландов там есть прям несколько экземпляров с пробегами за 100. Здесь у нас интересный нюанс в виде чек-энджина на пробеге 17 тысяч, но, скажем так, на скорость, как мне кажется, не влияет, потому что машина показывает себя уверенно во всех городских и трассовых диапазонах скоростей. Как я уже сказал, на ходу он меня скорее впечатлил. 120. 130, 140. Во-первых, как он набирает, да? Он делает это неплохо, довольно уверенно для автомобиля в этом сегменте. Плюс, обратите внимание, одной рукой свободно, спокойно себя чувствуешь. Курсовая устойчивость от этого автомобиля никуда не уходит. То есть идешь, в общем-то, как на кроссовере. В моноприводном режиме идем. 143 км в час. Очень достойно. И при этом по шумоизоляции тоже, заметьте, я голос особо не повышаю. Мне нравится, нормально так метелит он по трассе. Не теряется. Молоток. Тем не менее, суть в том, что, да, чек по двигателю может возникать из-за некачественного дизельного топлива. Конечно, на тестовых автомобилях такое может быть, потому что их могут не всегда заправлять где надо, где стоит, так сказать. Ездим мы по разным местам. Даже такой интересный нюанс, почему-то вместе с СТС-кой на этот автомобиль было примечание с просьбой не заправлять его на сети Лукойл и T-Boil. Казалось бы, большие проверенные сетки, но вот не первый раз слышу, что именно дизельное топливо, оно более качественным может быть на других сетях. Поэтому мы заправились на альтернативных, и едет у нас машина как надо. То есть, опять же скажу, я от него ожидал меньшего. Впрочем, у этих пикапов, в принципе, даже не пишут официальных данных там часто о разгоне 0-100, например, потому что, не самый важный показатель для их эксплуатации, скажем так. Важно также упомянуть, что здесь у нас гарантия, поскольку, да, автомобили Foton возятся эксклюзивно
компании MB Rus. У Фотона широкое дилерское представительство в России. И официальная гарантия 3 года, либо 150 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит ранее. Давайте, кстати, посмотрим на двигатель, все-таки как он здесь выглядит. У него есть еще маркетинговое его наименование. Называется он Аукан. Есть гидроупоры, смотрите, да. Вот такой у нас двигатель Аукан. Выглядит как двигатель настоящего внедорожника. Ну, в общем-то, примерно такая компоновка. Вот можем заглянуть поподробнее под капот сюда. Продольно установленный рядный 4-цилиндровый двигатель. Некоторые элементы интересно расположены. То есть у нас здесь мы видим впуск выведен в самый верх, что хорошо. Ну, и там, насколько я вижу, даже есть подготовка под шнуркель, потому что можно вот увидеть, то, что в крыле есть отверстие специальное такое, левее и ниже от воздушного короба. Это прикольно. Наверняка тоже подсмотрено у японцев, но оттого не менее прикольно. Привод у этого двигателя ременной. Кому это понравится, кому нет, не знаю. Ну вот масло 5В30, Лукойл меняли здесь. Ну, правда, здесь дата больше, чем полгода назад и уже больше, чем 8 тысяч назад. Но не исключено, что это так и было. На своих машинах, конечно, лучше это делать почаще. Посмотрите, кстати, здесь такая достаточно внушительная шумоизоляция на крышке двигателя. Декоративный. И мне нравится то, что здесь адекватно укрыт двигатель, нет вот этого вот повального полного закрытия, как обычно делают на свежих китайских автомобилях. Ну вот, в принципе, здесь видно то, что нет какого-то обилия уплотнителей. Я уж не знаю, насколько именно это стало виной тому, что двигатель очень сильно, ну прямо скажем, засран. Как-то так, то здесь вот такими кусочками они наплеваны, набросаны. Неплохая, опять же, шумка, большая прям на весь капот. И по поводу шумки могу сказать, что она здесь проявляет себя неплохо. Даже когда едешь 130 и на скоростях выше, в автомобиле не приходится сильно повышать голос. Мне казалось, это сделано даже не столько за счет какой-то серьезной шумоизоляции, сколько за счет того, что там просто большие арки и звук он куда-то в другие стороны улетучивается. Ну так вот, помимо дизельного двигателя собственной разработки при поддержке европейских специалистов, здесь также установлена турбина у этого двигателя Borg-Warner и раздаточная коробка также от этой компании. Еще здесь, как бы важно и примечательно для меня, компания Foton, изначально китайцы в принципе пошли по такому пути, потому что они много сотрудничают с европейскими, с американскими крупными брендами, которые уже, можно так сказать, собаку съели на всяких инженеринговых делах. Поэтому здесь мы получаем просто проверенные агрегаты, которые мы сейчас можем встретить на куче премиальных проверенных автомобилей. Там Audi, BMW и так далее. Собственно, здесь у нас коробка ZF8 HP50. И, как мы помним, у двигателя 390 ньютон-метров, коробка способна переваривать 500, то есть, опять же, есть запас, есть надежность, есть типичный ZF-овский ресурс, там порядка 300 тысяч километров, но дальше зависит уже от условий эксплуатации. Конечно, те, кто эксплуатирует такие коробки, они знают, во-первых, что они славятся помимо надежности еще и плавностью переключений, адекватностью алгоритмов работы. И здесь это не обошло стороной. То есть, что мне нравится в этой машине, то что связка двигателя и коробки, она чувствуется очень естественной. То есть, опять же, как это происходит на европейских автомобилях. Здесь нет вот такого тупника. Когда я ездил на Хавейлах, мне уже показалось, что у них это какая-то типичная такая фирменная история. Когда ты едешь на F7X или на Dargo, там есть очень большой провал по времени между желанием твоим как бы поехать побыстрее, да, и реакция автомобиля на это. Там машины оснащены роботизированными коробками, вот, но здесь такого нет. Машина очень хорошо следует за педалью газа. Мне в целом понравилось, как здесь это все настроено. Также по поводу рулевого управления, тоже для лонжеронного пикапа массой там, под 3 тонны. Отлично, можно сказать, он себя чувствует. Здесь, наверное, во многом плюс в том, что есть стабилизатор поперечной устойчивости. Видимо, он достаточно толстый, чтобы справляться с кренами, потому что крены для тяжелого рамного автомобиля здесь, опять же, вполне приемлемые. В сумме мы понимаем, что здесь машина, которая, в общем-то, взяла все лучшее из мира пикапов в виде Hilux и что-то лучшее из мира кроссоверов в виде там коробок ZF и эргономики в салоне. По поводу двигателя немножко еще субъективных впечатлений. На хороших трассовых скоростях этот двигатель чувствует себя вполне уверенно. То есть, в принципе, вы, идя 110,
будете иметь расход 7-8 литров, при баке в 76 литров. То есть здесь абсолютно уверенный запас хода на трассе там, до 1000 километров, и в городских условиях даже у вас будет все равно порядка 700. Потому что средний расход даже на этой тестовой машине, на которой дубасят, на которой достаточно агрессивно ездят, на ней средний расход сейчас 10,5 литров, при том, что никто не парится. Я сегодня вот шел по трассе, 110, если идешь нормально, обычно, у него мгновенный расход 7-8 литров варьируется. То есть, если на нем не топить, это вполне живой расход. Я верю как бы в рамный автомобиль, но я ожидал худшего. It's strange what desire make foolish people do. I'd never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I knew somebody like you. Но дизель на моменте едем. Как бы если идешь по автостраде, что просто приятно, на мой взгляд, то что да, ты на нем не теряешься. Ты на нем можешь ехать так же, как на обычном кроссовере. То есть, опять же, я еду, я управляю спокойно одной рукой, он обеспечивает вот комфортное такое крейсерское взаимодействие там, на 130, даже на 150 км в час. Ну, кстати, касаемо кузова, еще что важно отметить, здесь антикорить его дополнительно от себя, потому что видно, что полостей кузова ничем не покрытых, не прикрытых, и нет там герметика на них, их достаточно много. Лучше здесь антикор наносить самостоятельно. И еще из интересного, здесь вот виден у нас как раз стабилизатор поперечной устойчивости, и, по-моему, тоже невооруженным глазом видно, что он толстый, и выглядит он внушительно, чтобы с массой этого автомобиля справиться. Колеса 18-е. Кстати, тоже могу сказать, что довольно приятная резина у него идет в базовой комплектации. Ну и дисковые тормоза спереди, сзади, то есть никаких приколов с барабанами здесь уже нет. Да, все так и есть, тормоза дисковые спереди и сзади. Тормозов опять же хватает даже при активной езде в городе либо по трассе. Мне их перегреть во всяком случае не удалось, хотя... Надо сказать, что на тестовом автомобиле они немножко подбивают, не критично, незначительно. Опять же, начали говорить про дополнительные защиты, то есть хочется отметить то, что здесь достаточно большой каталог необходимых аксессуаров, рейлинги, кунги, защита всего, в общем-то, днища. Все это можно приобрести у дилеров по адекватным ценам. Что приятно, когда у вас полностью официальный автомобиль, где все доступно, все понятно. Давайте переместимся в салон. Спасибо одному владельцу на драйве, который отметил схожесть интерьера с BMW. Это он очень верно подметил. Я понял то, что это не только про визуал, но это и про эргономику. Я реально поймал себя на мысли, то, что я здесь сижу примерно так же, как в своем X5 F15. То есть, когда я занял свое место здесь в автомобиле, я произвел минимум регулировок и тут же поехал. И при том, что машина большая, да, мы сказали, больше 5 метров длиной, на нем отлично чувствуются габариты. И да, здесь есть в топовой комплектации премиум, здесь есть у нас система 360, но она как бы больше вспомогательная, потому что, в принципе, если вы водитель опытный, а я думаю, в основном аудитория таких машин именно такая, вы будете хорошо чувствовать его габариты и по зеркалам, и по стойкам, то есть вот это вот все, то есть обзорность у автомобиля классная. Мне вот единственная, конечно, не очень удобная ступенька, она такая, что есть, что нет, я пока не понял, как ей хорошо пользоваться, ну вот примерно, наверное, вот так вот. И что хочется рассказать про интерьер? Ну, как я уже говорил, он достаточно легковой. Да, то есть здесь есть определенные элементы, добавляющие понимание, что это все-таки внедорожник. Но вот в частности, конечно, в первую очередь вот эта вот шайба. Про реализацию полного привода здесь важно сказать, что он здесь, да, он здесь part-time, как это сделано на его коллегах по цеху в основном. Но отличие в том, что здесь при этом все-таки реализована раздатка с муфтой, которая в режиме авто перегоняет момент задом наперед, поскольку в базе здесь у нас задний привод, который вот в этом режиме выбирается и едем. Когда включаешь ближний свет, единственное, бывает не очень удобно видеть
какой выбран режим, потому что на красном оранжевая подсветка. Но сейчас в темноте хорошо контрастирует, видно неплохо. Дальше, опять же, что приятно, что удобно. То есть здесь у нас есть кнопки, которые позволяют управлять всеми основными элементами, так сказать, жизнеобеспечения автомобиля. Климат, прежде всего. Климат здесь однозонный. Здесь есть прикуриватель классический. Автохолд, вполне понятно работающий. Касаемо руля, касаемо баранки, тоже вот он с типичным уже для китайцев таким вот этим вот срезом нижним, который они пихают везде. Лепестки, опять же, ну, традиционно, да, для машин с ZF-ами здесь есть ручное управление передачами. То есть в этом плане все отлично, все эргономически удобно и довольно здорово реализовано. Привыкаешь ко всему быстро и пользуешься всем, то есть, ну, в общем-то, как дома чувствуешь себя. Чего здесь не хватает? Не хватает функциональности мультимедиа, наверное, скажем так. То есть, во-первых, здесь довольно слабая музыка, несмотря на то, что комплектация максимальная. Ну, понятно, за счет чего-то нужно было формировать конкурентную стоимость. И также, конечно, не хватает критически здесь беспроводного CarPlay и Android Auto. К сожалению, да, здесь их нет. Если бы они добавились в ближайших обновлениях, было бы просто замечательно. Здесь, да, есть Carbit. Это некое приложение, которое должно соединять ваш телефон с вашим автомобилем, но по отзывам, в общем, просто понятно, что никакое отличное решение не может соревноваться с нативным Android Auto и тем более CarPlay, поэтому просто пропускаем это. И также как-то здесь вот мне бы хотелось чуть больше полезных, интересных решений с точки зрения ниш для хранения. То есть может быть какое-то вот здесь вот пространство, да, как тоже китайцы нас приучили, уже часто бывает какая-то ниша под туннелем. Здесь, опять же, не слишком глубокий, не слишком развитый подлокотник, вот этот вот бокс в подлокотнике. Здесь тоже непонятно, вот под что вот это использовать. Да, сюда можно бросить телефон, но там ни зарядки, ни какого-то удобного бокса, а при том, что здесь нет беспроводного CarPlay, вам нужно будет куда-то девать телефон. Получается как-то так, то есть функциональность салона, конечно, у такого утилитарного в целом автомобиля, как пикап, могла бы быть повыше, это да. Дальше к плюсам. Здесь есть регулировка рулевой колонки по вылету и высоте. Диапазоны регулировок не очень высокие, не очень широкие. Но, естественно, регулировка механическая. Но, как я говорил, при этом я настроился достаточно быстро. Опять же, сиденье водительское регулируется электрически. Вот, к сожалению, нет поясничного подпора, с ним было бы совсем все шикарно. Ну и сиденье пассажира, оно регулируется уже механически. Есть еще из приятных деталей, из приятных нюансов, есть очечник. Это просто здорово для тех, кто, как я, носит данный аксессуар. Слушай, а зачем тут вообще магнитола условно, если в ней даже, опять же, андроида нет? Вот именно такой вопрос был у меня, потому что, ну да, то есть она в принципе сделана, мы видим, вот архитектурно возвращаемся к тому, что здесь салон похож на что-то, по-моему, X2, X1 BMW. Здесь чисто как iDrive, как NBT Evo, ну, как бы реализован вот этот экран 9-10 дюймовый, там что-то такое. То есть получается, что он у вас достаточно большой, он у вас функциональный, полнофункциональный, неплохой сенсор, то есть он не тупит, ничего. Даже дизайн не особо страшный для китайцев. У них бывают намного хуже дела с дизайном. Но при этом функционал здесь, ну что, телефон, радио, мультимедиа, где там USB-шка или подключение телефона через Bluetooth. Кстати, подключение телефона через Bluetooth работает четко. То есть, когда я парил свой телефон с этим Bluetooth, вопросов не возникло вообще, подключился он моментально, это было удобно. Функционал ограничивается тем, что да, он звонит, кстати, хорошо слышно. Опять же, с точки зрения разговоров по телефону по Bluetooth, в некоторых китайцах качество связи по сравнению с европейскими машинами уступало. Здесь я заметил то, что хорошо слышно и мне, и, ну, меня же хорошо было слышно, когда я говорил. Да. Как бы наличие кнопок, в общем, для управления основными органами, это прикольно. Вот эти вот тумблеры для управления климатом, температурой и степенью обдува тоже удобно. Ну и также из мелких минусов то, что говорил уже про ниши. Бардачок даже, который есть, не очень он большой и... Опа! Подожди, у тебя же не было микролифта? Или он по какой-то причине не работал? Ладно, слушайте, от одного недостатка избавились. Вот китайцы вот чем хороши, быстро учатся на самом деле. Реально прям быстро. Долетают обновления и появляется микролифт у бардачка. Это хорошо. У пассажира, посмотрите, вот аж две ручки. То есть
Если у вас активный стиль вождения, то пассажиры будут ощущать себя безопасно, в безопасности. Посмотрите, airbag раз, airbag 2 боковая, ремень в конце концов. Ну, все на уровне здесь реализовано. И что для меня странно, вот посмотри, здесь, я не знаю, в чем прикол, почему здесь ремни висят пряжкой в ту сторону. Да, вот это сегодня было неудобно. Ты почувствовал, да? Я прям такой... Это я просто тоже, я сел, и я не понял, это, так сказать, баг или фича, ошибка или прикол. То есть получается, что можно было бы как-то это изловчиться, что так и должно быть, но нет. Посмотрите, то есть вам приходится перекручивать ремень, вам приходится его перекручивать, чтобы его вставить. Вот. Ну, в общем, это странно. Но я когда вижу такие нюансы, то есть я такой, ну что, ну они еще только учатся. Видимо, это реально так работает, при том, что в целом автомобили китайские реально уже начинают напоминать автомобили, это факт. Но порой, да, вот вещи, которые, ну, в европейских там и так далее автомобилях мы просто привыкли уже, ну, просто как база. Здесь вот хоп, и смотришь, что-то такое. Ну и плюс есть нелогичности определенные. Про переднюю часть салона в основном рассказали. Вот здесь еще удивило, ну, видимо, надо было на чем-то сэкономить, чтобы обеспечить такую стоимость автомобиля, которая не была привлекательной 2 года назад, в районе 4. Это, конечно, ужас. Но сейчас, на мой взгляд, 2.8, я честно говорю, на мой взгляд, это привлекательно. Потому что, камон, судя по классифайдам, это цена 10-летних хайлюксов и L200 с пробегами 200. И, на мой взгляд, здесь вот как раз выбор очевиден. То есть, если я, допустим, даже сомневался в случае кроссоверов, когда мы выбираем либо бэушный, там, условно, X5, Q7, или мы берем новый Лисян, там я сомневался. Здесь, на мой взгляд, между L200 10-летним с пробегом под 200 за 200 и вот этим новьем, учитывая, сколько он вобрал всего в себя, Европейского и японского. Да, на мой взгляд, выбор очевиден. Если это не так, друзья, ну поделитесь мнениями, мне интересно как бы... То есть ты его обливаешь антикором, ты следишь за состоянием, Android можно пережить как бы окей. Тоже напишите, друзья, если знаете, ну потому что это реально существенно. С тех пор, как у меня появился BMW с нормальным CarPlay, я понял то, что, блин, переоценить эту опцию невозможно. Но я уже говорил, здесь удобно, педаль подвесная. Я сегодня ездил больше 5 часов за этим рулем. Как я говорил, не то чтобы отдыхаешь за этим рулем, нет, это там не Volvo, но за ним и не устаешь. То есть это вот такое вот среднее состояние, живешь. Еще я, конечно, хотел отметить про стеклоподъемники. Они есть, даже для задних стекол, это круто. Но что меня удивило, вот, кратковременное нажатие и полностью опускается стекло. Кратковременное нажатие вверх, полностью поднимается. Получается, опять же, я не знаю, напишите, если у кого также работает на машинах, там, не китайских. Потому что я такое встречаю впервые. Обычно на европейцах ты продавливаешь до конца или поднимаешь до конца, там, как бы двойное дно такое у кнопки, да, тогда оно полностью опускает. А здесь, если ты, смотри, поддержишь, хоп, оно так и остается. То есть у него нет вот этого двойного дна. Оно, наоборот, вот, кратко берешь и поднимается. То есть, короче, это просто другой алгоритм. Здесь это нормально, я уже понял, как это работает, но поначалу тоже было непривычно. Ну, ромбики, понятно, все. Mercedes, Merino, AMG, все дела. Без ромбиков сейчас никуда. Чуть-чуть узковатые сиденья, но это китайцы, они это любят. Именно чуть-чуть. А в целом даже что-то типа поддержки есть. И как бы это все опять же в сторону того, что я говорю, для пикапа он достаточно как бы неплохой драйвинг experience, так сказать, обеспечивает. На нем более-менее интересно ездить. Пойдемте назад. Назад, сами за собой. Посадка. Здесь что? Ну, ступенька, я уже говорил, она не супер какая-то удобная, но уже начинаю привыкать. Здесь нет выступающей арки, поэтому посадка ничего, достаточно удобная. И здесь кто пониже 1,90 м, я думаю, будет совсем шикарно. Опять же, кстати, здесь есть airbag, тоже боковые и сзади, и спереди. Достойно. Размещаемся и достаточно комфортно. То есть это вот, если не брать совсем вальяжные посадки, это, наверное, то, к чему я отношусь наиболее терпимо. Потому что, с одной стороны, места не очень много, с другой стороны, ты можешь как раз вот так вот хопа и упереться. У тебя точки опоры возникают на коленях. За счет этого сидеть можно комфортно и продолжительно. И при этом я понимаю, что, кстати, за счет прямой спины
То есть здесь нерегулируемая спинка сзади, ее не сложишь, к сожалению. Хотя там вот говорят, что да, там есть чуть-чуть еще места сзади, примерно вот столько. Можно было бы тоже, конечно, это как-то более умно, наверное, использовать, но за счет того, что спинка достаточно прямо здесь расположена, ты сидишь как бы с хорошей осанкой, так сказать, by design. Вот. К сожалению, у задних пассажиров, кроме этой посадки, нет ничего. То есть здесь нет подогревов, здесь нет даже воздуходувов отдельных, но все-таки есть подлокотник. Кстати, его тоже бы могло не быть, но супер, что он есть. Подлокотник и 2 подстаканника, ну, это такой минимум, который приятно здесь иметь. И да, есть крепление изофикс для детских сидений, то есть, конечно, с этим без проблем. Ну и также подстаканники, подбутыльники и детский замок, как бы тоже, как само собой разумеющийся. То есть в итоге имеем нормальный задний ряд. Опять же, вспоминая Suzuki Vitara, скажу, что здесь сидится удобнее, ну и, понятно, просторнее. Для спокойствия наших подписчиков мы также делаем замеры толщиномером. У нас он, кстати, новый. Кому надо, будет ссылочка на Озон. Соточка. Ну, похоже на правду, на самом деле. Да, вот. То есть, ну, по крылу, по капоту 100, 115, 117 микрон ЛКП видим. Тоже 111 на двери. Да. Вот. И проемы смотрим. Ровненькое место. Ага, ничего себе, серьезно, так мало? 40, 70, сколько? Ну, вот да. То есть здесь было вообще 48. 50. Вот, а здесь чуть-чуть побольше. Ну, то есть, да, традиционно, опять же, для китайцев не особо толстый ЛКП, но с другой стороны, вот сотка, там 117, это обыкновенный ЛКП, как ЛКП, да. Вот сейчас 87 получилось, 90, вот 120 на крыле. Ну, то есть, на самом деле, ничего критичного, ЛКП как ЛКП. Но, естественно, если обтянете в полиуретан, хуже не будет. Вот здесь на тестовом автомобиле уже есть характерные царапины от веток. Утилитарность пикапов, она как бы в истории. И Ford до сих пор у нас послевоенный свой F-Series легендарный уже более 40 лет удерживает рекорд продаж и в мире, и в Америке. И, конечно, были пикапы в свое время и у европейских брендов. Peugeot делали пикапы. Наверное, на них, не знаю, развозили молоко по Марселю. Сейчас с европейской школой пикапостроения как будто бы так себе. Ну и, в принципе, в нашем полушарии как будто с этим сложнее, именно с количеством пикапов. Но дальше пикапами стали пользоваться и молодежь, серферы. В России как-то непонятно, но я заметил, что те же самые Power King Kong, например, на них стали ездить вот эти, как сказать, дорожно-патрульные такие постовые службы, которые помогают людям при ДТП. И это очень круто. Там как бы если у кого-то происходит неприятность, сразу подлетает служба, у них шикарно там машина снабжена всевозможными светящимися там историями. Понятно, что там это удобно. Они приезжают, у них сразу в кузове все необходимое, и они просто помогают. То есть пикап — это классная машина для всякого рода спасателей. Я не знаю, это абсолютно искренний наш фидбэк, то что по мне он неплохой. Мне кажется, то, что в этот раз он во мне нашел больше эмоциональный отклик, чем вот во Владе. Вот. Но мне понравился этот автомобиль своей мужественностью, своим, как вот сказать, то есть на нем себя очень целостно чувствуешь. Мне понравилось, как на нем себя чувствуешь в городе. Он привлекает определенное внимание, он действительно такой мужественный, брутальный своего рода и при этом яркий, эмоциональный. Посмотрите на цветовую палитру. У нас синий, там есть красный, желтый цвета. Мне с желтого просто кайф. И мне еще нравится вот эта история с пикапами, то, что у них всегда вот эта тюнячка вся. То есть вот в чем прикол современных машин? Всякие форсажи прошли, и новые машины там добавить нечего. Их уже такими сделали, что их уже там толком тюнить, только чип-тюнинг там делать им. Здесь все как было, так и осталось. Ставь дополнительный свет, ставь защиты, там, ставь кунги, блин, всякие. То есть все по красоте. Это мне нравится.
нас здесь камера, кстати, которой тоже респект, она расположена высоко. Мы сегодня целый день ездим по дождю, при этом она не испачкалась. Это круто. Задняя пластиковая накладка, не в цвет кузова, вот это вот Photon, она тоже свидетельствует о том, что у нас здесь максимальная комплектация премиум, есть подсветка. Они, кстати, прям галогеновые лампы, они прям греются. Оп, задний борт, довольно тяжелый и без газовых как бы упоров, ограничителей. Вот, но при этом, конечно, никаких проблем, пикничок, все дела можно. Благо, конечно, у меня в X5 примерно то же самое, но здесь все-таки еще более такая серьезная штука. Ее можно нагружать, говорят, то есть даже это можно, если что, использовать как продолжение погрузочной вот этой платформы. Давайте замерим кузов. Опа! Так, длина, значит, 155. Ну, то есть 1,5 метра у нас здесь совершенно точно есть погрузочной глубины. Вот. Плюс, если необходимо, еще полметра можно добавлять открытием вот этой створки. То есть, в принципе, вы груз длиной 2 метра габаритом, да, сможете здесь перевести, что, в общем-то, внушает. Здесь максимальная ширина кузова тоже 150. Смотрите, шикарно. То есть получаем полностью квадратный погрузочный вот этот вот объем. У нас то же самое, например, вот в Soler's ST6, который Jack T6. Там 1520 миллиметров. Ну, то есть вот как-то так они здесь сделали. Квадратный, хороший кузов. Да, по 1,5 метра. И высота бортов здесь 45 сантиметров. Опа! Ну, вы, кстати, заценили, да? На самом краю я стоял. Никто ничего не хрустит. Все прекрасно чувствуется. Вес под 100 килограмм. То есть все чудесно. И погрузка, то есть получается, что здесь у нас 130 сантиметров. Если до открытого борта, если борт открываем, 86 сантиметров. Показалось, что 96. Как-то так. Про дорожный просвет. Еще раз скажем на всякий случай. У нас здесь 21 сантиметр дорожный просвет в статике. И при загрузке до 19 сантиметров при полной. Еще что здесь интересного по грузовому отсеку. У нас здесь как бы вот такой есть тип крепежа. Да? 4 петли по бокам. И внутри тоже есть петли, где можно как бы натянуть тент, прикрыть груз. Вот, 4 петли также по бортам. Задний борт, конечно, можно закрыть на ключ. Оригинальный Кунг стоит, по-моему, порядка 130 тысяч рублей. Есть также неоригинальные Кунги, они там по 80, по 70 тысяч. Ну и есть подогрев заднего стекла, что, наверное, как бы довольно базово. Здесь у нас также установлены рейлинги, насколько я знаю, они тоже опциональные. Вот эти вот. На них тоже, если что, можно добавить как бы полезного пространства через бокс. И, кстати, да. Здесь полноразмерная запаска, она расположена под днищем. Вот такая чудесная штука. И можно видеть заднюю балку на рессорах. И вот у нас на рессорах уже там какая-то травка. Вот. Еще владельцы пишут, что из неожиданных, так сказать, вещей сзади отсутствует буксировочная проушина. Не знаю, насколько это нормально, но, в общем, люди выходят из положения и крепят, модифицируют, добавляют свою. Ну, короче, да, это странный сценарий, как будто проще сделать петлю. Не знаю, забыли. Наверное, как с ремнем. Ну, типа, как ремни другой стороной перевернули, наверное, забыли сделать петлю. Ну, что, бывает. У меня... ну и да, кстати, на самом деле, да, вот залезать через колесо самый удобный способ. Интересно, закрываем машину. Вот здесь, интересно, она закрывается? Она не закрывается. Получается, вот эту штуку только на ключ. Все, на ключ закрыл. Вот, а так получается, открыта машина, разложил зеркала, закрыта машина, закрылись зеркала. Ну да, здесь сзади нет электрозамка. Ребята, это реально было непросто, но
мы всегда стараемся для вас, и особенно для наших подписчиков, поэтому подписывайтесь на канал. Ну а мы подытоживаем этот день с этим неплохим, надо сказать, пикапом. Ну, это первый в каком-то смысле в моей жизни пикап, поэтому мне этот опыт понравился. Действительно, у нас здесь интересное сочетание свойств. Конкретный, надежный по своим задаткам автомобиль, очень большой, напичканный конструктивной японской подвеской, европейскими агрегатами, созданным европейскими инженерами дизельным двигателем, раздаткой американской, да, турбиной, коробкой. Очень интересное сочетание факторов. Вы с такими агрегатами за 3 миллиона можете взять бэушную машину порой. Просто премиум бренда европейского. А здесь, на мой взгляд, интересно именно то, что вы, да, можете взять вот этот автомобиль. И серьезных подвохов в этом обзоре мы не нашли. То есть даже ЛКП, которое постоянно ругают на китайцах, оно здесь вполне приемлемое, как мы его замерили. Полный привод с понижайкой, подключаемым 50 на 50, при этом с дифференциалом, с автоматическим распределением. Все по классике, все, что надо. Хорошая эргономика салона, приятный внешний вид, официальная гарантия. При этом автомобиль дает определенные эмоции от управления, от вождения. Мне понравилось на нем ездить. Ну и не в последнюю очередь, этот автомобиль протестировался в ДТП с «Газелью». И, надо сказать, очень достойно его прошел. Заметьте, у нас закрывается борт, у нас работает камера, у нас работают фонари. У нас, в принципе, жопа выглядит так, что если не приглядываться, можно и не заметить, что там было какое-то ДТП. Вот такие плюсы, то есть сильный, конструктивно, сильный потребительский автомобиль, который сейчас можно купить за действительно вменяемые деньги. Что касается минусов, мне не очень понравилась организация мест в салоне, мало каких-то мест для мелочевки, мало интересных решений, но, возможно, они последуют в будущих рестайлингах. Да, здесь нужно будет сделать антикор, потому что мы выяснили, что у машины достаточно много открытых полостей. Да, здесь будет непривычно зависимая задняя подвеска после легковых автомобилей, но это типичная история для пикапов. Здесь слабая мультимедиа, где нет CarPlay. То есть все остальное это либо скорее особенности пикапа, либо какие-то истории, с которыми, на мой взгляд, можно и нужно мириться, учитывая прежде всего утилитарность этого автомобиля. В остальном, если вам действительно интересен утилитарный автомобиль на каждый день или на выходной, вот он тоже в этом плане классно сочетается, то, на мой взгляд, здесь у нас действительно интересный вариант, интересный конкурент, который составит мощную, значит, оппозицию лидеру продаж сейчас Jaco T9. В общем, что, мне понравился наш сегодняшний день с этим новым классом для меня автомобиля. Мне понравилось его оснащение, мне очень понравилась его техническая составляющая. То есть, когда я узнал, из чего он состоит технически, я понял, что с этим можно иметь дело. И точно за такие деньги, которые он доступен сейчас. Поделитесь вашим мнением в комментариях, согласны ли вы со мной, или что можно более, так сказать, интересное в эти деньги приобрести. В остальном, антикорите его, может быть, покрываете спереди пленочкой, и у вас появляется отличный друг на каждый день, ну и на выходной. На этой машине можно и очень утилитарно работать, и крайне весело проводить время. Поэтому мне этот автомобиль и этот класс автомобилей понравился. Мы пойдем искать новые, еще более интересные автомобили для вас и для себя самих. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Поехали дальше.